Сейчас на зоне лица мы с вами посмотрим технику, которая называется мезоинтерфейс, о которой мы уже упоминали. Это техника трех правил. Одинаковое расстояние между вколами, одинаковая глубина проникновения иглы, точнее слой, кожный слой, да, и одинаковое количество введения препарата на каждый вкол. Расстояние у нас будет 1 см между вколами, глубина, уровень кожи – это дерма, и количество на вкол 0,1 мл. Итак, мы с вами на технике мезоинтерфейс, интрадермальная инъекция, угол 30-35 градусов, вкол, 0,1 мл на вкол, на каждый вкол 0,1. Одинаковое расстояние, одинаковая глубина, одинаковое количество на вкол. Помогаю левой рукой. Почему такое расстояние? Потому что считается, что эффективное распределение плазмы и эффективное воздействие на клеточный пул дермы плазмы осуществляется при таком введении 0,1 мл на 1 квадратный сантиметр. Мы предполагаем, что этого количества достаточно для того, чтобы провзаимодействовать со всеми клеточными структурами дермы в том смысле, который мы ожидаем. То есть стимуляция клеток, восполнение водного резерва, редермализация и улучшение всех процессов биохимических, которые происходят в этом слое. Мы прошли один рядочек, спускаемся в шахматном порядке, 1 см между вколами. Это дерма. Мне все еще сложно вводить иглу. Если мне сложно, значит, я испытываю сопротивление со стороны ткани. Если я испытываю сопротивление со стороны ткани, значит, я нахожусь в плотных слоях. Пожалуйста, вдох. И крайний вкол у нас ушел 0,1. Вот мы и закончили. Мы сталкиваемся часто с вопросом касаемо, какое количество пробирок необходимо брать для эффективной работы с областью лица. Существует правило ладони. То есть поверхность одной ладони – это одна пробирка. Именно для эффективного взаимодействия плазмы с клеточным потенциалом, с дермой. Да? То есть, смотрите, значит, одна ладонь – это правая сторона, одна ладонь левая, одна сторона лоб. И, конечно, одна ладонь еще может уйти на деликатную проработку необходимых зон, которые на вашем пациенте вы видите. Да? Например, это зона периоральная или периорбитальная, или, возможно, это зона межброви или глабеллы. То есть на такие более глубокие, более детальные, более плотные проработки необходима будет еще одна пробирка. Вот и считается, для того, чтобы получить хороший результат, правильный, эффективный результат, увидеть его и услышать позитивные отзывы от нашего пациента, мы должны использовать не менее 3 пробирок на одно лицо. Дорогие коллеги, меня зовут Валентина Боян, я тренер учебного центра Плазма Академи и компании Аплазма. Мой стаж в эстетической медицине 20 лет, 8 из которых я успешно применяю методики плазмотерапии на практике. Наша компания подготовила для вас детальный видеокурс, где мы разберем и покажем, как применять различные формы плазмы PRP и PRF при различных нозологиях. Вы узнаете о всех возможностях применения плазмотерапии в косметологии и в эстетической медицине. Приглашаем вас!